Всем привет, друзья! Сегодня мы представляем третий, заключительный обзор, посвященный событиям 2003 года, и сегодня в выпуске. Терминатор становится губернатором Калифорнии. Оборотни в погонах и ОСАГО. Запоминающиеся фильмы и компьютерные игры. Величайший гонщик планеты. Японский театр в Москве и множество других интересных событий со всего мира прямо сейчас. Друзья, обязательно напишите комментарий, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал, это очень поможет развитию канала. Как мы и обещали, продолжаем рассказ о фильмах 2003 года, которые надолго запомнились, а многие из них до сих пор являются украшением киноколлекции людей по всему миру. Среди них, бесспорно, замечательное творение Квентина Тарантино «Убить Билла» с Умой Турман в главной роли. Пусть сюжет картины немного примитивен, но зато игра актеров, диалоги, эффекты, музыка, крупные планы – все на высоте, так как и любит Тарантино. «Последний самурай» — это прежде всего боевик, а потом уже небольшой кусочек вольно отредактированной японской истории, немного лирики и любви. Том Круз был в этом фильме великолепен. Настоящий американский голливудский самурай, но во всяком случае почти самурай. Что до зрителей, то они были в полном восторге. Брюс Всемогущий, смешная комедия с Джимом Керри, заставляла смеяться всех, кто был в кинозале, с первых минут. Один из главных комиков Голливуда, как всегда, переигрывал и перебарщивал, с мимикой и эмоциями, но кто знает Керри, тот понимает, что это его фирменный и узнаваемый стиль. «Терминатор 3. Восстание машин». Арнольд Шварценеггер, как всегда, был бесподобен. Будущий губернатор Калифорнии невольно вовсю использовал показы ленты в кинотеатрах как бесплатную политическую рекламу перед выборами. Благо, фильм вышел раньше даты выборов, в которых участвовал Железный Арни. Что такое флешмоб? Об этом люди узнали в 2003 году. Собственно говоря, это такое забавное массовое действо незнакомых людей, по сути своей, не преследующее определенную цель, но проходящее в одно время и в одном месте. 17 июня 2003 года в Америке 150 человек пришли в нью-йоркский магазин Macy's и потребовали продать им ковер для любви. Так началась эра флешмобов. Один из первых российских флешмобов прошел в Москве на Пушкинской площади. Множество молодых людей в назначенный час собрались возле большой рекламной конструкции, достали одновременно телевизионные пульты и направили их на рекламный экран. Бесполезность и даже иногда абсурдность – вот главные признаки флешмоба, но зато участвовать в нем всегда весело. В России всегда любили знаменитого терминатора и культуриста Арнольда Шварценеггера. В 2003 году Железный Арни становится губернатором Калифорнии, победив на выборах. Знаменитый герой боевиков улыбается своей широкой, белозубой улыбкой и готов повторить политический успех своего кумира, президента США Рональда Рейгана, также бывшего актера. Первым делом Шварценеггер на новом посту полностью отказывается от своей зарплаты, его противники называют этот широкий жест популизмом. Россияне, наоборот, даже немного завидуют американцам, такой губернатор, терминатор, нашим соотечественникам пришелся бы по вкусу. В 2003 году в России вступает в силу один из знаковых законов начала 2000-х – закон об ОСАГО, что расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. Наши люди любят все длинные и умные названия сокращать, потому совсем скоро у закона появится в России новое альтернативное название – автогражданка. Теперь неопытные водители защищены, никто не потребует с них продать квартиру или дачу, чтобы оплатить дорогой ремонт, если, к примеру, новичок врезался на своей девятке, в престижный BMW или Mercedes. Потенциальные водители были воодушевлены новым законом и с радостью отправились в автошколы осваивать навыки вождения. В 2003 году государство публично показывает обществу свою борьбу с коррупцией во всех сферах, в том числе и в правоохранительной. 23 июня в Москве задержаны целых 6 старших офицеров МУРа и целый генерал МЧС. Пресса, обличая их в потенциальных, но пока не доказанных коррупционных преступлениях, придумывает новое крылатое и вирусное словосочетание «оборотни в погонах».
Россияне только удивленно восклицают, видя на экранах результаты обысков у подозреваемых, роскошные богатства, пистолеты с золотыми курками, баснословные суммы наличности в долларах и евро. Операции против коррупционеров будут продолжаться и дальше с переменным успехом, но выражение «оборотни в погонах» навсегда приклеится к нечестным на руку силовикам в различных аспектах нашей жизни. 11 марта 2003 года в Российской Федерации создается новый федеральный институт – Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ. Он пришел на смену упраздненной налоговой полиции. Действительно, ситуация с распространением наркотиков в стране требовала управленческих решений, и они последовали. – 2003 год в спорте стал годом известного автогонщика Михаэля Шумахера. В 2003-м немецкий гонщик стал шестикратным чемпионом мира по автогонкам класса Формулы-1, войдя в историю как первый рекордсмен по титулам. С 1996 года Шумахер – лицо гоночной команды Ferrari, которую он прославил на весь мир, во многом благодаря своим уникальным водительским способностям. Михаэль Шумахер вошел в историю как легендарный спортсмен и один из лучших автогонщиков планеты. В Москве проходит 5-й по счету международный театральный фестиваль имени Чехова. В столицу съезжаются артисты со всех континентов. Девиз фестиваля «Театр для людей», и люди с удовольствием идут на театральные постановки, включая самых маленьких зрителей, ведь в этом году на фестивале представлены и спектакли для детей. Также, впервые в программе фестиваля были показаны традиционные японские постановки знаменитых театров страны восходящего солнца Кабуки и НО, Центра исполнительских искусств Сидзуока. В Италии после реставрации открылся старейший театр Ла Фениче. История его создания уходит в 1792 год. Он полностью оправдал свое название «Феникс». На протяжении всей своей давней и славной истории он всегда возрождался практически из пепла. Самый старейший театр Венеции был восстановлен в 2003 году после страшного пожара 1996 года. Отреставрированный храм оперного искусства на своей новой сцене представил зрителям знаменитую оперу «Травиата» Джузеппе Верди. – 12 января 2003 года многие сатирики и юмористы страны объединились под знаменами Евгения Петросяна, мэтра отечественной юмористической эстрады, мастера скетчей, монологов, куплетов, юморесок и анекдотов. Все юмористы, как один, под кураторством Евгения Вагановича, обосновались на Первом канале. Страна готовилась смеяться. В эфир вышла передача «Кривое зеркало». Развлекали на Первом канале мастера смеха не так долго, вскоре передача перебралась на другие каналы. Первый канал в этот год вовсю радовал зрителей не только новыми программами. С 1 октября он перешел на круглосуточное вещание, руководствуясь главной идеей, что первого в стране не может быть много. Лайк этому видео и подписка на канал – лучшая оценка нашего творчества. Спасибо, что не забывайте поддерживать нас. Телевидение по количеству зрителей всегда во много раз превосходило аудиторию радиостанций страны, как тогда, так и сейчас, но на отечественном радио в текущем году происходили важные процессы. Так, в 2003 году, 29 мая, произошло знаковое объединение двух популярных радиостанций «Радио Ретро» и «Радио Ностальжи» в новый проект, который и по сей день живее всех живых и прочно занял свою нишу на рынке радиостанций. 29 мая 2003 года – день рождения «Радио Ретро FM». В этот год страна понесла невосполнимые утраты. В 2003 году от нас ушли известные и талантливые соотечественники. Актер, режиссер, поэт, драматург Леонид Филатов. Его остроумные произведения «Любовь к 3 апельсинам», «Сказ про Федота Стрельца» и многие другие знают и любят в России и сейчас. А его серия передач «Чтобы помнили» об ушедших актерах вошла в золотой фонд передач российского телевидения. Также ушел из жизни и Юрий Сенкевич, бессменный ведущий передачи «Клуб путешественников», знаменитый исследователь и публицист, замечательный журналист и талантливый организатор. В мире музыки 2003 год запомнился еще и грандиозным по резонансу и шуму скандалом, связанным с королем поп-музыки Майклом Джексоном. 19 ноября кумир миллионов был арестован по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Этот скандал привлек большое внимание людей со всего мира к персоне известного певца и музыканта. Джексон был оправдан, но потерял много денег и нервов. Немного о компьютерных новинках года. О многих из них мы рассказали в предыдущих выпусках. Сегодня остановимся на двух играх. Мультфильм «Симпсоны» знают все в мире. Он очень популярен. Сможет ли повторить успех телесериала игра The Simpsons Hit and Run, гадали разработчики. Игра не провалилась в продажах, но и не снискала большого успеха. Игроки, фанаты «Симпсонов», радовались обилию разного рода отсылок к сериалу и характерному черному юмору, которого в игровой новинке было много. Разные интересные задания и путешествия по большому открытому миру игры, похожему на Спрингфилд из «Симпсонов», только придавали характерного шарма этой компьютерной истории. EVE Online – игра 2003 года, которая не ушла в область воспоминаний даже в наши дни. Космический симулятор жив и поныне, правда немного в другом, усовершенствованном виде, но уже тогда. В 2003 году замечательные и во многом уникальные игровые механики радовали поклонников этой космической истории. EVE Online – игра, которую смело можно назвать долгожителем. Время не властно над истинными ценностями большого компьютерного космического мира. Пришло время подвести итоги, друзья. В 3 выпусках мы рассказали о главных событиях и явлениях 2003 года, без которых понять нашу современную жизнь будет очень трудно. История через какое-то время разъясняет нам непонятное и дает ответы на все вопросы. Просто надо почаще обращаться к ее архивам, что мы и делаем на нашем канале. Что вам запомнилось больше всего из начала 2000-х? Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, рассказывайте о том, что было интересного в вашей жизни в то время. До новых встреч в следующем обзоре на 2004 год, в который мы перенесемся вместе с нашей виртуальной машиной времени совсем скоро. It sound right, boys.